Я такое растение, где посадишь, там и растет. Мне стало понятно, что если я буду здесь, я смогу больше сделать. Прихожу домой, жена, просматривает по интернету христианские сайты. И объявление: нужен пастор. Как бы ты хотел, как бы ты не хотел, у Бога есть какой-то план, какое-то видение. На сегодняшний день самое большое переживание для меня – это найти тот ключ, который мог бы открыть сердца людей для принятия Господа в таком вот секулярном городе. Дорогие друзья, мы снова приветствуем вас в подкасте «Горчичное зерно». И сегодня у нас гость Анатолий Гурдуяла, пастор христианской церкви в Лос-Анджелесе, на базе которой мы как раз снимаем наш подкаст. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Ирина. Анатолий, расскажите немного о себе, откуда вы родом и как вы вообще оказались в США. Все очень просто. Родился в Молдове, это город Бельцы. Прожил там свою сознательную жизнь до армии. Потом армия, Ростов-на-Дону. После Ростова-на-Дону возвратился опять в Молдову. Буквально короткое время. Потом меня пригласили на пасторское служение в Николаевской области, Украина. И вот потом, через, не помню, сколько уже лет точно прошло, но в 2008 году эмигрировал в Соединенные Штаты. Приехали мы в Сакраменто по статусу беженца. Там у меня сестра живет. И потом каким-то таким интересным образом я вот прибыл в Лос-Анджелес для того, чтобы совершать здесь служение. А что вас подвигло вообще эмигрировать в США? Почему Бог или вы сами были направлены сюда? Вы знаете, я никогда не мечтал в США. Мне всегда нравилась Европа. Я там очень много раз бывал, и Германия, Голландия особенно мне нравится. Это такая зеленая, красивая, с каналами страна. Я там много раз был и всегда автомобилем в основном ездил. И никогда не мечтал. Но я начал один такой большой проект, социальный проект. Это помощь детям-сиротам в Николаеве. И так случилось, что очень много людей отозвались из США. Я до того, как эмигрировал, я приезжал в США. Я приезжал, уезжал. И так мне стало понятно, что если я буду здесь, я смогу больше сделать для проекта. И когда я был на собеседовании в посольстве в Москве в 2008 году, эта женщина, которая интервьюировала меня, звали Барбара, очень хорошо говорила на русском, очень, прям почти без акцента. Она мне первый вопрос: почему хотите уехать? Я сказал, что вообще-то я не хочу уезжать. У меня все есть. У меня есть дом, у меня 2 машины, у меня достаточно денег, у меня, говорю, есть служение, у меня все есть. У меня все есть. И вот эта женщина, которая меня интервьюировала, ее Барбара звали, когда она меня спросила, почему я хочу уехать, она, наверное, ожидала, что я что-то скажу такое, что все говорят, а я сказал, я вообще не планировал уезжать, у меня все в достатке, денег достаточно, у меня 2 машины есть, у меня дом хороший, у меня есть работа, у меня все есть. То есть она в шоке была? Она говорит, я за 20 с чем-то лет, я забыл, сколько лет настало, еще так мне никто не говорил, все приходят и просто начинают здесь плакать. Она говорит, так зачем вы все-таки едете? Я рассказал, что я занимаюсь проектом для детей-сирот, и я понимаю, что я оттуда сделаю больше для проекта, и будет больше пользы. После того, когда мы с ней пообщались, она говорит, я вам даю статус беженца. Я говорю, окей, я же не знал, когда говорят. Она говорит, вообще-то вы должны прийти в 4 часа, и вам всех придут, и всем будут давать ответ. Вы можете не приходить. Даже я так? Говорю, спасибо большое. Только, пожалуйста, уезжайте побыстрее, потому что может все поменяться. У меня не получилось. Я еще год строил там социальный центр. И, в общем, уехал. Поэтому вот именно цель уезда была, чтобы что-то делать. И на протяжении 12 лет, сколько я здесь был, мы всегда помогали, работали в этом проекте детям-сиротам Украины.
Просто интересно, как вы оказались в Москве, если вы жили в Украине? Все туда ехали. То Это есть все туда 2008 год. получали, Там ездили именно туда получать в визы? Киеве было посольство, но только если вы в гости хотите ехать. Если вы уезжаете на ПМЖ или еще что-то, собеседование только в Москве. Тогда 2008 год, все нормально. Но вы сначала приехали в Сакраменто, вы сказали. Да. А как в Лос-Анджелесе оказались? Тоже интересно, я посещал церковь Сакраменто, где пастор Дог Бэчелор, и там уже служение начал выполнять, и пресвитерами избрали, субботнюю школу проводил. Но мы, знаете, когда это все на английском языке, мы английского, конечно, не знали вообще, так по чуть-чуть изучали. И всегда мы, когда приходили домой, нечем заняться после обеда. Вот, там коротко все, знаете, раз и разошлись. Уже типичная американская к часу церковь. дня уже дома. И я так прихожу домой, жена, знаете, просматривает по интернету всякое там верующее. В субботу ж ничего другого не посмотришь. И вот она смотрит христианские сайты. Ей очень один сайт понравился, что он очень такой, скажем, напичкан всем. Просто напичкан всем. Там и фильмы, там и изучение английского, и кулинария, там все в этом сайте. И объявление, нужен пастор. Ух ты. А я говорю, она мне говорит, ты не хочешь там пастор? А мы до этого тоже просматривали. Пастора там зовут на воскресенье, нужно попроповедовать, платим $250. Приходите, позвоните нам. Церкви не имеет пастора. Почасовая. Да, Отдельно. Я первый раз это услышал, конечно, зарплата. в Америке. Я был удивлен, что такое есть. Но оказывается, такое есть, и это очень распространенно. Но здесь другой вариант. Здесь именно нужен на постоянное служение. Я говорю, Наташа, ты знаешь, что я принял решение, я занимаюсь социальным служением. Я для этого уехал. Так. Я более 20 лет уже отслужил как пастор, 22 года. Уже достаточно. Пусть другие совершают служение. Я говорю, нам достаточно. И проходит месяц, проходит 2, проходит 3, 4. Она просматривает, слушай, еще-то объявление есть. И, в общем, где-то через 6 месяцев она мне опять напоминает. Я говорю, слушай... Если туда никто не хочет, что вам там делать? Нет, напиши так. Я говорю, знаешь, эти два ответа есть. Или сайт забросили, просто такой, знаете, необновленный сайт. Или, говорю... Такая настолько плохая церковь, что все говорю, оттуда найти бегают. никого. Значит, напиши так. Если вам нужен пастор, звоните. Вот так. А там критерии расписаны. Звоните. Проходит месяц-два, никто не звонит. А я говорю, эти что говорил? В общем, через 3 месяца звонят. Звонит один человек, очень так, говорит на русском, но с большим акцентом. А вы вот так и так писали, вы написали, что вы пастор и могли бы быть пастором. Я говорю, я скажу честно, я уже забыл. Я забыл, что я писал. И я, честно говоря, даже не знаю, где это находится. Они говорят, Глендейл. Я думаю, где это вообще? Где это вообще? Я же не знаю, я же только приехал, да. И тут такой вопрос. Он мне говорит, можно с вами поговорить? А я как раз еду. У нас билеты. Мы улетаем из Лос-Анджелеса. У нас билеты уже на отлет. И тут он мне говорит, а вы не могли бы приехать на собеседование? Я говорю, вы что, у меня билеты уже. Мы улетаем. А он говорит, мы вам оплатим, если вы... А я говорю, вообще, где это? Он говорит, это Глендейл. Я говорю, где, в какой части Америки? Он говорит, откуда вы летаете? Я говорю, Лос-Анджелес. Так это Лос-Анджелес. Я думаю, как это так? А я думал, самолетом из Сакрамента в Лос-Анджелес, и из Лос-Анджелеса уже дальше улетаем на Германию. Он говорит, приезжайте машиной, машину оставите у нас в церкви, и на все время, пока я уезжаю на 3 месяца. Я говорю, нам ничего не надо. Нет, приезжай. Он мне задал один вопрос. Можно один вопрос задать? Я говорю, конечно, можно. Он говорит, вот если бы вы стояли за кафедрой, какое бы изображение вы бы хотели, чтобы у вас было за спиной? Неожиданно. А я говорю, точно не закон Божий. Я говорю... А почему нет? Сейчас скажу. При том, что я знаю, что в церквях достаточно часто вешают как раз именно заповеди. Я говорю, или Голгофа, или ничего. Я говорю, принципиально не закон Божий. Почему? Потому что, когда мы вешаем закон Божий, все, кто смотрят в зале, они понимают, вон спасение в законе Божьем. Они спасают законом. Я так никогда не понимал. Я понимал, что мы спасаемся благодатью и кровью Иисуса Христа, Его заслугами.
Он говорит, все, приезжайте, все, пожалуйста, приезжайте. Я думаю, что ему такого сказал, я так верю. Ну, в общем, после собеседования, потом мы уехали, и опять, когда мы уже возвратились, еще одно было собеседование, уже конференция, они говорят, все, оставайтесь у нас с пастором. Вот так вот неожиданно. Я Наташе все говорил, жене, что нет. И вот я хотел как раз этим показать, что как бы ты хотел, как бы ты не хотел, у Бога есть какой-то план, какое-то видение. То есть мы можем идти в одну сторону, думая, что мы идем для какой-то одной цели. Я был направлен в другую сторону. Я планировал себе уже все, абсолютно все планировал. Там купить автомобиль, ездить по всем церквям другим, посещать, рассказывать о проекте. У меня уже планы были все расписаны. Я созвонился с многими церквями аж туда, на восточную часть Америки. Все Бог поломал. И сколько лет вы уже в Лос-Анджелесе? Я уже много. Вот в этом году будет 15 лет. О, большой срок. 16. В 2010 году приехал, в 16. Мне кажется иногда, что иммиграция – это достаточно большое, существенное как бы изменение в жизни человека. И многие сравнивают это как бы с рождением заново. Потому что у тебя теряются социальные связи, все, что ты раньше жил, тебе приходится оставлять и начинать все заново и с нуля. Как это влияло на вашу веру? Как это влияло на ваши отношения с Богом? Повлияла ли миграция в лучшую, в худшую сторону? Вот. Я вам скажу, что я такое растение, где посадишь, там и растет. И я абсолютно не заметил вот в своей жизни какого-то такого, знаете, стресса. Даже когда растение пересаживаешь, оно болеет немножко, потом пока примется. Но у меня даже этого не было. То есть мы переехали, у нас сестра у меня родная живет в Сакраменто, нас встретили, знаете, с цветами, встретили сразу, и все, постель убранная, и холодильник полный. То есть я, образно говоря, приехал от хорошего в рай. Угу. Вот так я по-простому скажу. Понятно, это в начале, потом работа началась, все как обычно у всех иммигрантов, адаптация. Но если я слышу, что многие приезжают и не знают, где ночь переночевать, то мы в этом вопросе были благословенны. Поэтому большая благодарность моим всем родственникам, кто это оказал такое внимание. Дай Бог, чтобы у всех было так. Поэтому вот так, как оно началось, вот так оно и продолжается. Благословенно. Из вашего разговора кажется, что все так хорошо и гладко происходит. Но я спрошу про челлендж. Что для вас главный вызов сейчас в вашем служении, как пастора в церкви? Вы знаете... Самая главная трудность, я не знаю... Да, вызов какой главная есть. Главная проблема, зачем? которую вы считаете, что вот это мой приоритет номер один. Когда я только приехал в эту церковь, она была очень небольшая, малое количество людей, где-то около 30 человек собиралось, и даже было меньше. И моя мечта была, чтобы эта церковь была где-то 150 человек. Вот я так просто сразу стал думать, Господи, как бы вот достичь? Я знаю, что в городе очень много людей есть, которые еще не слышали и нуждаются. И было бы больше. Но, к сожалению, мы живем в Америке. А Америка... Почему, к сожалению? Казалось бы, Америка религиозная страна, и все вокруг верующие. Страна миграции. Вот пожил человек здесь немножко. Так, все, мы решили с семьей переехать в Чикаго. Пожил немного. Так, мы переезжаем в штат Вашингтон. Ну, так кто-то же из Чикаго тоже возвращается и приезжает в Лос-Анджелес. Или в Лос-Анджелес, я вам хочу сказать, это город секулярной миграции. Очень секулярной миграции. Здесь студии, съемки, красота, салоны красоты и многое другое. Здесь нет христианской миграции. Если мы говорим Сакраменто, даже не Нью-Йорк. Нью-Йорк тоже секулярная. Сакраменто, потом возьмите Портланд, да, или Вашингтон Стейт. Вот там это религиозная миграция. У нас она другая. В основном эмигрировали сюда большая часть евреев, где-то 45-50 лет назад. Потом политики различные, какие-то бизнесмены. И вот тут они все задержались. Да, и вот тут, да, они все здесь задерживаются. Поэтому я говорю, к сожалению, потому что
люди побыли здесь немножко, здесь нелегко прижиться, здесь не так дешево. И они сразу куда-то дальше. Я говорю, у нас было бы и 150, и больше. Потому что у нас каждый год крещение 5, 6, 7. И было однажды 11 человек в год крещения. И не было такого года, когда бы не было крещения. Люди приходят. А вот многие уезжают. Ну, то есть главный вызов, что город не тот. Нет, когда мы приехали сюда, из молодежи была только моя дочь. Ей было 15 лет. То есть церковь уже была достаточно возрастная. Один человек, всего один. И кто придет из молодежи, смотрит, нету молодежи, пойдем дальше. Нет то есть не моя компания, не мое общество. Не моя, да. И это было самое такое тяжелое для меня. Как же пройти вот этот барьер, этот порог, чтобы хотя бы 2, хотя бы 3, потом 4, 5. На сегодняшний день у нас класс собирается и 15 человек, и 20 человек собирается, и люди среднего возраста. Сейчас у нас 5 маленьких детей родились в церкви. Это о чем говорит о том, что молодые семьи пришли. Как бы вот это поменялось, то, что было очень большим переживанием. Я думаю, что все-таки на сегодняшний день самое большое переживание для меня – это найти тот ключ, который мог бы открыть сердца людей для принятия Господа в таком секулярном городе, в таком. Но даже знаменитости или люди, которые занимаются, я не знаю, бизнесом, красотой или кино, они ведь тоже могут искать Бога. И тогда что они ищут? В чем их запрос? Как церковь может им помочь? Я работаю в сфере обслуживания, потому что я part-time пастор. Так как в Америке такая есть... На полставки. На полставки. Если переводить. Да, я хотел немножко языка. объяснить, что такое на полставки. Именно в Америке вот такая система. Если церковь небольшая, ты не можешь быть на полную ставку. Это такое, закон такое правило. Поэтому неважно, у тебя может быть 100 человек в церкви, это не считается небольшая церковь, поэтому ты не можешь быть оплачен как на полную ставку. Поэтому, когда меня принимали на работу, мне сразу сказали, вы должны будете все найти работу. Иначе вы просто не сможете ни служить, ни жить, ни работать здесь. Я это понял очень быстро, потому что все очень недешево. И я работаю в сфере обслуживания, и ко мне приезжают разные люди. И приезжают такие, как вы говорите. Приезжают звезды, приезжают офицеры, полицейские, приезжают военные, приезжают те, которые в фильмах снимаются. Приезжают те, которые снимают фильмы, приезжают. Потому что у них такой транспорт, что он именно оборудован все под вот это. Они на нем приезжают. И я очень со многими разговариваю. Со многими. И я скажу, что большая часть из них, они посещают церковь. Я спрашиваю. Я даже не спрашиваю, ли вообще вы ходите в церковь. Я спрашиваю, в какую вы церковь ходите. И я всегда получаю ответ. Мы ходим в такую-то, мы ходим в такую-то. Но не все. Очень много людей еще не ходят. И, конечно, особенно когда была пандемия, они очень сильно, просели в своей работе. И вот тогда был хороший момент с ними разговаривать. Почему? Они не были очень заняты, они не были востребованы, потому что съемок не было, ничего не было. А мне в основном они все снимают фильмы. И тогда я с многими очень говорил о Боге. И с кем-то ты говоришь, у меня там в офисе журналы лежат наши, еще там все на английском языке. И потом через время, когда мы возвращаемся, как-то встречаемся, они мне просто спрашивают, вы так и совершаете служение пастора? Я говорю, да. Я понял. Это церковь адвентистов, да? Я думаю, интересно, откуда? Мы же журналы у вас были, книги у вас были, мы читали, мы так хотели бы больше. И мы тогда разговариваем. Я тогда еще книги их-то даю больше. Но это все равно не то. Это не тот ключ, о котором я молюсь. Я знаю, что есть что-то. Так как было во времена Марка Финли, когда он приезжал к нашу страну, и, как ключ был вот эти слайды и 24 урока, по изучению Библии. Но тогда был очень большой голод именно. Да. Сейчас, пожалуйста, любая информация, все доступно, тебе никто не запрещает. Но то был именно ключ к той стране, куда он приехал к тому времени. Вот сегодня
есть еще какой-то ключ к нашему, к нашей стране, к нашему времени, к нашим людям, в городу, в котором они живут. Вот есть. Вот я о нем сейчас молюсь. Как достичь? Видите ли вы разницу в том, что люди из постсоветского пространства больше остерегаются ходить в церковь, несмотря на то, что вопросы веры им интересны, в отличие, скажем, от американцев, от, может быть, европейских... Я бы ответил, что они не то, что им боятся ходить, они не боятся ходить, они очень заняты. Потому что есть такое слово «американская мечта». Вы, наверное, слышали об этом. Ну, то есть иммигрантам приходится больше работать, чтобы выживать. Работать, да. Если американцы уже как бы устоявшиеся, могут позволить, и даже если у них ничего нет, они все равно идут отдыхать, потому что это святое. Наш человек, он будет работать. Он будет работать, потому что он поставил какую-то цель, он содержит семью, или ему нужны деньги для, там, не знаю, того, чтобы как-то с документами порешать вопрос с адвокатами или квартиру оплачивать. Он вот постоянно занят. Вот это многих людей удерживает. Даже если они несколько раз к нам попадают, то мы не говорят: слушайте, ну мы можем как-то раз прийти, но мы не можем, мы же работаем. Может быть, это отговорка. Так же, как одна из, которые встречаются. Например, я часто слышу такие ситуации, когда люди не хотят ходить именно в какую-то церковь, боясь, что там начнется промывание мозгов. Скажем, я конкретно из России, и я знаю очень много историй, когда говорили по телевидению, по средствам массовой информации о сектантах. И люди очень аккуратно настроены по отношению к любым нетрадиционным церквям. То есть, скажем, если они считают православное это что-то свое, что-то родное, любая другая церковь, это уже это опасно даже. Это просто опасно. Да, я думаю, там это мнение более утвержденное на территории России или Украины, или Беларуси, или какой-то другой страны. Оно, скажем, имеет даже какое-то основание, потому что Советский Союз и многое другое наложило вот такой-то отпечаток. Здесь это менее, я бы сказал, для мигранта. Но вот эта перестройка, она проходит не быстро. Почему? Потому что даже вот к нам приходят сейчас люди, новые семьи. Кстати, все, кто к нам приходят, они абсолютно большинство, я бы сказал, 99,9% это люди, не принадлежащие в прошлом никакой церкви. Никакой. Православную, но и то, знаете, по праздникам. И то не всегда, как получится. Поэтому люди, которые, скажем, я бы не назвал это отговоркой, я бы назвал, что это действительно большая нужда есть зарабатывать финансы. Для того, чтобы вот этот перелом произошел, и ты что-то на что-то поменял, должна быть очень высокая мотивация. Да. Вот то есть найти что-то действительно важное. Вот ради чего я должен это сделать? Вот почему? А кто такой для меня Бог? Ну, я верю, этого достаточно. Ну, это что, недостаточно? Ну, я знаю, что Он есть. Я стараюсь. Ну, вот вопрос тогда, зачем ходить в церковь? Ведь у человека появляется интерес к Богу, к вере в Бога. И все, что ему нужно сейчас, это телефон или планшет. Устройство с выходом в интернет. Там есть все. Там есть Библия на нескольких языках. Там есть разные толкования. Там есть ученые-мужи. Там есть историки, которые тебе все расскажут. Видео, аудио, подкасты. Миллион источников информации. Зачем? Это все можно делать дома, на ходу, в машине, вечером, лежа в кровати. Зачем тогда тратить время и ходить в церковь? Да, есть такие люди, я их называю самородки. То есть это люди вот такие, знаете, ну просто очень способные. Я знаю человека, который выучил английский абсолютно в совершенстве, дома просто сидел и выучил его. Вот просто, ну вот такой вот он уехал в Америку. Да, немножко его акцент был другой, но он абсолютно максимально знал все, и он перестроился, он очень хорошо себя здесь чувствует. Вообще-то таких людей немного. То же самое возьмите, это
не ходить в церковь, а просто верить в Бога или изучать где-то, это то же самое, что учить английский дистанционно. Это то же самое, что по компьютеру смотреть там, допустим, какие-то упражнения и делать их, чем идти в джим и заниматься вместе уже с людьми, да, или что-то другое на расстоянии делать. Это все можно делать, но это некачественно, и ты не можешь себя дисциплинировать, чтобы это все сделать. Почему ты, когда попадаешь в среду таких же людей, у вас общие интересы, вы говорите, если вы хотите стать спортсменом, вы говорите, да, вы знаете, вот это нужно, вот здесь нужно подтянуться, вот здесь нужно подтянуться. И он тебе говорит, так, ты неправильно стоишь, поправь плечи, еще что. Они тебе говорят, когда ты сам занимаешься где-то там дома по Ютубу, ты думаешь, ты все правильно делаешь. Так и здесь. Для того, чтобы человек пришел в церковь, вернее, почему ему необходимо бы прийти, потому что здесь он встретит такого же человека, который, может быть, прошел через что-то подобное и решил эту проблему с Богом, но именно вот каким-то своим путем прошел. И это тебе будет полезно. Во-вторых, сама атмосфера, она говорит о том, что это люди, которые интересуются все вместе тем же, чем ты заинтересовался. Еще одна из причин – это то, что, допустим, ты получаешь ответ, не перелопатив там десятки, 20, 30 страниц, а ты получаешь ответ у человека, который уже в этой области имеет образование. И чем тебе начинать с первой ступени, потом дойти до 10, ты можешь с 5, 6 дальше подняться и пойти. Это быстрее и качественнее получается. Но я могу те же видео найти и с крутыми магистрами богословия, и высококлассными специалистами, профессорами, и они то же самое смогут рассказать. А пастор местной церкви, может быть, наоборот, далеко от высококачественного образования, и наоборот, может быть, даже иногда говорить какие-то неправильные вещи. Но если вам такой пастор не понравится, вы пойдете в другую церковь, где другой будет, и может вам он понравится, если уже пастор не понравился. А мы говорим в общем о том, что сама атмосфера, она позволяет тебе быстрее духовно возрастать. Это одно. Второе, это само слово, которое Иисус сказал, что «Я создам церковь, я ее создам церковь». И эта церковь, она создана Богом. И он говорит, что она будет вечна, ее врата не преодолеют. То есть институт церкви – это не человеческого происхождения. Это Божье учреждение, как институт брака. Это не то, что человек придумал себе, так, походить, может, мне жениться. Это заложено Богом. Это Бог учредил, это Бог установил. Точно так же институт церкви, это Бог установил. Поэтому Бог предусмотрел, что церковь – это семья, это то общество, где ты испытываешь максимальный комфорт, когда ты приходишь, потому что все люди, они, образно говоря, настроены возрастать вместе в каких-то духовных ценностях. Анатолий, такой вопрос. Я знаю, что люди, которые начинают интересоваться верой, вопросами веры, перед ними встает вопрос, а в какую церковь ходить? То есть, если даже мы понимаем, что Христос организовал церковь, то какую? Вот церквей сотни и даже тысячи, много разных направлений, и каждый из них говорит о том, что именно только они правильные, и только к ним нужно ходить. Тогда что делать человеку, как разобраться? То есть он буквально начинает зависать именно из-за того, что каждый считает себя правильным, но как тогда выбрать, как не ошибиться в выборе, и что делать? Это очень непростой вопрос, а ответ еще сложнее. Может быть, тогда вот в таком случае проще спрятаться в какую-то норку и сидеть, разбирайтесь между собой сами, а я буду просто сам верить. Я думаю, что действительно, если человек, который ходит в церковь, скажет, я хожу в неправильную церковь, то мы такого не встретим. Что человек скажет, к нам не приходите, у нас все неправильно. Так не будет, он тогда сам уйдет оттуда. Это нормально, что каждый человек говорит, что истина там, куда он ходит. По крайней мере, мы бы ответили так, ему, наверное, ближе то, куда он ходит, ближе по его духу и пониманию. Конечно, в Библии есть очень много критериев, которые определяют, что есть истина. Очень много критериев. И самое, допустим, Господь, Бог говорит, что Он является истиной.
и он является истиной. Потом есть Слово Божие истина, Закон Божий истина, Отец истина, Дух Святой истина. То есть есть истина, на которых все основывается. Вот для этого нужно прийти, для того, чтобы лично пообщаться с человеком. Допустим, в нашей церкви большое преимущество в том, я вам скажу, что я этого не нашел ни в одной церкви мира, именно в христианской церкви я говорю, где было бы изучение Божьего Слова. Не просто проповедь и пение, а именно изучение. Это называется часть школа. Богослужения. Часть богослужения, часть богослужения это это школа. Как оно проходит, мы садимся в круг, там 10 человек, 5 человек, 8, класс. Угу. И, допустим, учитель, это может быть пастор, это может быть не пастор, это может быть просто учитель, который имеет способность проводить занятия. Он задает вопросы, люди отвечают. Кто-то так, кто-то по-другому, дискутирует, пытается найти общий ответ, правильный ответ. То есть вот на чем они сходятся, что Библия так говорит, на том они останавливаются. Нет понятия, вот если вы так не будете думать, значит, вы не можете приходить. Такого понятия нет, оно отсутствует просто. То есть человек приходит, дискутирует, потом человек чувствует себя частью вот церкви, частью этой группы, общества, он свободен задать абсолютно любой библейский вопрос. Получит ли он ответ? Нет, может, не получит. Почему? Потому что бывает сложный вопрос, когда ты не можешь сегодня получить ответ. Нужно поисследовать, покопаться, найти больше. Но максимально люди получают ответ, и вот для этого тоже, наверное, церковь нужна, чтобы возрастать. Читая новости в СМИ, иногда кажется, что церковь становится, скажем, религиозной организацией, которая не столько служит Богу и людям, сколько служит для себя и для своей власти. Скажем, она становится системой, которая привлекает пожертвования, покупает дорогую недвижимость, потом, скажем, злоупотребляет своей властью. Мы знаем, как несколько веков назад организовывались религиозные войны, инквизиции. Церковь была именно очень сильной, мощной силой, которая управляла даже и была выше, чем правители, цари, императоры. И смотря на тот опыт, не скажешь, что церковь – это что-то, что все-таки сделано по воле Бога. То есть столько было злоупотреблений, что сейчас, наверное, сложно доверять церквям. Я согласен. Конечно, очень много изменений с того времени. Я не думаю, что сегодня войны церкви организовываются или инквизиции. Сегодня я думаю, что этого нет в мире. По крайней мере, я так думаю, не знаком с этим. Хотя на местах где-то всякое, единичные случаи, всякое может быть. Но в общем, и у людей есть основания так думать. Почему, к сожалению, такое происходит? Это происходит тогда, когда церковь – это имя одного человека. Это моя церковь. Это моя церковь, я здесь старший, я здесь хозяин, я здесь правила устанавливаю, я себе беру какую-то группу людей, обслуживающих эту же церковь. Если вы будете очень нужны на постоянной основе, мы даже можем вас взять на работу и так далее. Если церковь вот такого рода, эта церковь, она в единичном экземпляре. Или она называется, там какое-то название, там, Слово Бога, например. Вот мы с вами придумали название, мы ее организовали, и все, люди пожертвовали. А мы делаем, что хотим потом. Имеется в виду, по своему усмотрению распоряжаемся и финансами, и всем. То есть там есть какой-то авторитет, вокруг которого это завязано? Я думаю, есть лидер, который организовал ее. Вот так вот я бы сказал. Вот давайте, вот маленький пример. Маленький пример. Все, если не знаете, вот а сегодня будете знать, что у нас в Лос-Анджелесе есть церковь, она называется Crystal Cathedral. То есть Хрустальная церковь. Хрустальная церковь или собор. Хрустальный собор, церковь такая. Она очень есть, красивое очень место. красивая. Рекомендую просто забить в Google и посмотрите. Очень красивая. Там все из стекла. Все из стекла. История этой церкви. Когда я приехал сюда, я узнал, что она есть. Думаю, надо поехать посмотреть.
Когда я приехал в эту церковь, я попал на богослужение. Это была протестантская церковь, протестантского направления. Я познакомился, так мне, я бы сказал, повезло. Я познакомился с основателями этой церкви. То есть людьми, которые у истоков были. Мгм. Старенькие такие уже, им было тогда где-то, наверное, под 90 лет людям. Они очень были доброжелательны, встречали. И я с ними начал общаться. Я спросил, а расскажите, как оно вообще зародилась, такая идея такая. Они назвали мне пастор, его фамилия Шулер. Вы можете почитать в интернете, все написано, то, что я сейчас скажу. Он говорит, ну вот так получилось, что он сначала маленькие площадочки собирал, потом от тракторов прицепы, знаете, прицепы, ну такой прицеп трактор тянет за собой. Он говорит, борта так открывал, застилали, и он оттуда проповедовал. Людей много собиралось. Потом он придумал, что показывать какие-то фильмы вечерами. Еще больше людей. И потом начал он снимать какие-то там уже здания. Потом решили свое. И вот они построили эту церковь. И, к сожалению, два его сына, на которых как бы он думал надеяться, они мне так сказали. Ну, то есть надеяться, что они будут станут служителями. продолжат его начало. Мгм. Один очень сильно любил женщин, а другой любил алкоголь. Мгм. И ни с того, ни с другого ничего не получилось. Сегодня, ну не сегодня, я скажу, на сегодняшний день, это произошло где-то года, наверное, уже 4 назад, она продана католикам. Я уже был там, когда католики. Я зашел, все уже полностью католическое служение идет, везде все сделано под католическую церковь. К чему я это рассказал? Эта церковь была основана на лидере. Один лидер. Лидер ушел. Лидер ушел, все ушло. Все ушло. Как оно было при жизни, что было, я не знаю. Не стало лидера, не стало церкви. В Библии есть такой текст «Поражу пастыря, рассеются овцы». Это 100% работает. Чем отличается наша церковь? Она отличается тем, что она не основана на одном человеке. В мире существует только 2 христианские церкви. Только 2 христианские всемирные церкви. 2 всемирные христианские церкви. Это церковь адвентистов 7-го дня и католики. Как определить, что она всемирная? Одна голова правления, один центр правления. У католиков Ватикан, у нас Вашингтон. Где бы вы ни были, одинаковая система управления по всему миру. Если вы приедете в Африку, эта церковь, она подчиняется Ватикану. Если вы приедете в Россию, католическая церковь, она подчиняется Ватикану. Вы приедете в какой-то остров, она подчиняется католической церкви Ватикану. Точно так в нашей церкви. Куда бы вы ни приехали, в любую часть мира, она всемирная, потому что один орган правления, и никогда один человек не принимает решения. Если я как пастор завтра что-то вытворю, мне просто скажут, мы освобождаем вас от служения. Мы сюда пришлем другого пастора. Все. Все. Нет, на мне ничего не завязано. Мгм. И если говорить о финансовой части, то пастор в церкви адвентистов, он получает жалование точно такое, как преподаватель в школе. Все. У него будет 10 студентов, он жалование имеет, ставку. Да. У него будет 30 студентов, он имеет ставку. У него будет 100 студентов, он имеет ставку. Какой-то процент бывает, там, знаете, надбавочки маленькие, да, там чуть больше, чуть меньше от загрузки, но есть ставка. Нет понятия, что если у тебя церковь 1500 человек, значит, ты получаешь в 1000 раз больше. Ну, нет такого понятия. В нашей церкви нет. Мы никогда не видим вот такого прецедента, чтобы в церкви что-то подобное случилось. Мгм. Почему она не на одном человеке? Мне жаль об этом говорить, но сейчас идет война между Россией и Украиной. И я знаю, что есть церкви, скажем, в том числе адвентистские,
Но не только адвентистские. Я думаю, что такая проблема происходит во многих церквях. Когда пасторы, служители в России говорят людям, что война – это хорошо, что это война, которая оправдана, скажем так. Нужно поддерживать. Да. И люди оставляют свою церковь, потому что это не согласуется с их совестью. И я знаю людей, моих знакомых, искренних верующих, которые перестали ходить именно из-за этого. И знаю людей, которые украинцы, и которым появились претензии именно в церкви, потому что украинцы говорили, это неправильно, что Россия воюет с Украиной. И им говорили, нет, ты что, все так и надо. Как мы можем тогда говорить, что все равно нужно ходить в церковь? Что делать вообще в такой ситуации, когда... И я понимаю, что у служителей тоже нелегкий выбор иногда. То есть у них может быть своя мотивация. То есть кто-то из них, может быть, действительно искренне верит в том, что то, что делает правительство, это хорошо. Кто-то делает это по своим политическим, скажем, внутренним каким-то причинам. Кого-то, может быть, заставляют, кто-то еще что-то. Но такие истории есть. Как вот людям в таком случае доверять церкви? А вы знаете, я всегда придерживался, что церковь, она отдельно от государства. Но на сегодняшний день, к сожалению, государство не хочет отпустить церкви. Ну, вот мы говорим в тех странах. Оно максимально контролируется властью. И потому что церковь, любые церкви имеют большое влияние на свою паству. Да. Потому что паства им доверяет. И если им лидер говорит, что это так... Да. К сожалению. Тяжело сказать знаете, нет. Я хочу сказать вам о себе лично, я не могу говорить за всех. Где бы я ни жил, жил бы я в Украине, жил бы я в России, жил бы я где-то еще в другом месте, я должен оставаться, во-первых, личностью, быть честным по отношению к самому к себе. Если, как вы сказали, я верю, я убежден, что правительство делает все правильно, тогда нормально говорить об этом. Но если ты так не понимаешь, ты не можешь оставаться пастором в этой церкви. Ты не можешь. Если тебя, скажем, заставляют говорить то, что государству выгодно. К сожалению, многие не могут этого говорить по той причине, что сразу мы понимаем, во что это выльется. Это инагент, это закроют, это посадят, это арестуют, это еще что-то будет. Ну, то есть надо фактически, получается, оставлять страну и куда-то уезжать. Я думаю, что это самое правильное решение. И я знаю, много людей так делают. Да. Самое правильное решение, потому что если не так, ты просто не сможешь. Ты должен идти на компромисс своей совестью. Я тоже служил в армии. Это был 2003 год. 83 год. Видите, я далеко уже ушел от этого времени. Это был 83 год. И меня, когда пригласили в военкомат, меня посмотрели личное дело. И говорят, это какая-то фамилия. Да, у меня только брат пришел из армии. Только, он на 2 года старше меня. Пришел из армии. Ну что, будешь служить как брат? Я говорю, да. Военную присягу мы не принимаем, и мы говорим, мы не можем брать оружие и участвовать в военных конфликтах и так далее. Ладно, посмотрим. Он написал, кто я такой в личном деле. И когда я прибыл в часть, я не знаю почему, но я попал в ракетные войска, то есть ПВО. Не знаю, вроде бы, как правило, таких, как я, не должны туда отправлять. У меня на деле было написано, кто я такой. И там сразу же замполиты и все остальные начали, это Ростов-на-Дону, это центр города, возле института РИШТ, начали каждый день приглашать на собеседование особисты и все остальные. Это был корпус управления, это очень, там только большие звезды, только. Там адъютанты, это капитаны. А в основном там сидели 4 генерала. И каждый день вопрос, а как дальше, а что завтра, и так далее, и так далее. В общем, я сказал, вы знаете, я не иду на компромисс с своей совестью. Я однажды сказал Богу «да». Поэтому мне 18 лет. Я говорю, я принял решение в своей жизни. Так вот, почему я вам вспомнил, где бы я ни жил,
я точно знаю, что решение принято. Решение принято. Как сказали, те, которые были Сидрак, Месах и Авдинага, друзья Даниила, если придется умереть, мы умрем. Мне говорили, мы тебя посадим. Я говорю, посадите, с тебя там женщину сделают и много другое. Они пугали по-разному, да. Я говорю, вы знаете, Богу смотрит. Для него эти слова вообще были какие-то, наверное, чужие, потому что он не знаком был. И, в общем, где-то к концу службы отстали. 2 года, в принципе, они были вот такие непростые. Поэтому я точно знал, что я решение принял еще дома. Я дома принял решение. Я в военкомате сказал, я буду служить. Он говорит, так как твой брат? Я говорю, да. Все, я принял решение. Я уже из дома ушел с этим решением. Поэтому где бы я ни оказался, я думаю, нельзя продаваться, нельзя поступаться с совестью ради того, что я еще хочу послужить, я еще хочу побыть, я как-то там, не знаю, или... То есть, нельзя идти на компромисс с своей совестью. Продолжая тему, зачем нужна вообще церковь, что бы вы посоветовали человеку, который, может быть, хотел посмотреть и присоединиться к каким-то людям, узнать, что это такое? Как не попасть в действительно неправильные церкви? Я не знаю, как лучше их назвать. Это могут быть даже не то, что секты, но слыша и сексуальные скандалы, и новости о финансовых махинациях, я понимаю, что человек, когда выбирает и делает такой шаг, ему важно все-таки понимать, что тогда хорошее. Может быть, вы могли бы посоветовать и дать какой-то алгоритм, согласно которому люди могли бы проверить такой чек-лист, что если есть что-то или чего-то нет, то в эту церковь безопасно, по крайней мере, пойти, посмотреть, что происходит, а может быть, в дальнейшем присоединиться. Я вам, опять же, скажу очень открыто, все церкви, которые сегодня открыты, это все безопасные церкви. Все безопасные. Если она будет опасная, в Америке ее быстро закроют. Ее быстро закроют. А еще быстрее в России закроют. Что все инагенты сегодня стали, если ты не говоришь в унисон с властью. Все безопасные церкви. Вы можете идти в любую церковь. То есть, но в любой церкви может возникнуть финансовый конфликт. В любой церкви. Это люди. В любой церкви может возникнуть сексуальный конфликт. Это люди. Учит ли Библия этим заниматься? Нет. И в той церкви где-то возникло, я не говорю о нашей, это вообще в любой церкви где-то, нет, не учит. Учит ли православная церковь, что ты должен там идти прелюбодействовать? Нет. То есть, это эксцессные места, которые Бог не хотел бы. Это люди. Я не верю, что какая-то церковь поощряет эти вещи. Я не верю в это. Как бы мы ни говорили, что это нам оппоненты, это не наши, это туда не ходить, я так не могу сказать. Я могу сказать однозначно, что почему я выбрал эту церковь. Почему я выбрал эту церковь? Потому что мой путь тоже был интересным. Я все-таки не всегда был в этой церкви. Я пришел тоже в эту церковь. Давайте поговорим об этом в следующий раз. Мне очень интересно. Но я просто думаю, что это огромная большая тема, и мне было бы интереснее побольше расспросить об этом. Я буквально несколько слов скажу, маленький критерий. Знаете, Исайя 8:20. Вот книга пророка Исайя, 8 глава, 20 текст. Там записано так. «Обращайтесь к закону и откровению». Если они, все эти люди, все эти пасторы, все эти проповедники не говорят, как вот это слово, что там написано, в них нет света. Раз нет света, если вы сейчас выключите свет, будет тьма. То есть, они тьма. Если они не учат так, как слово говорит. Хотя в любую церковь, когда вы придете, все говорят, что учат истине. Понимаете? И все говорят о хорошем, добром, вечном. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день нужно человеку просто молиться и сказать, Господи, укажи мне, куда идти. Конечно, я буду приглашать в нашу церковь. Хотите, придите. А почему безопасно? Потому что у нас двери вообще всегда открыты. Даже во время служения все двери открыты. Понимаете? Заходите, выходите. Хотите в середине служения встаньте, сказать, мне не понравилось, я ухожу. Окей, уходи. Хочешь остаться, пообщаться, познакомиться? Пожалуйста, оставайся. То есть, максимально свободно, максимально открыто, максимально безопасно. И я верю, что все такие церкви в Америке. Я так верю, что все такие. Но я почему приглашаю именно к нам? Потому что я здесь. Потому что у меня есть много что сказать. И почему я именно этот выбор сделал в жизни.
Причем мне же тоже никто не навязал это. Я же не человек, который можно просто сказать, и я там запрограммирован, и все. Я, кстати, хочу сказать вам, что я получал образование и в православной церкви. Я получал образование в протестантском, абсолютно, скажем, таком направлении, не моей церкви, не адвентистов, нет. Просто протестантском направлении, свободном, понимаете? И плюс еще экономическое образование, и много... Я максимально все прошел только для того, чтобы сделать трезвый выбор. И я не стал, знаете, там от безысходности, ладно, пойду. Я уже говорил, что меня пригласили, я занимался. Сегодня, если я работаю на полставки, служения совершаю, да, остальное время я тружусь. Я тружусь своими руками для того, чтобы содержать, помогать и так далее. То есть, так вот. В нашей передаче мы всегда задаем гостям один и тот же вопрос. В Библии есть слова Иисуса, когда Он говорит, что если бы ваша вера была хотя бы с горчичное зерно, вы бы сказали той горе, перейди сюда, она бы это сделала. Если бы у вас была такая вера, хотя бы с горчичное зерно, то что бы вы сделали? Что бы вы попросили? Честно говоря, я бы хотел, чтобы остановились войны, это самое первое. Честно, без всяких эмоций, мне очень жаль, когда погибают люди. Очень жаль. До слез больно, когда смотришь, люди погибают. Я, честно сказать, не хочу сегодня делить, с какой стороны погибает, украинская или российская сторона. Это люди, они погибают. Да, кто-то идет из-за денег, кто-то идет по убеждению, кого-то поймали и привезли. Я понимаю, как люди попадают туда по разным причинам. Просто жизнь человеческая – это такая ценность. И человек даже до конца не мог разобраться, что такое жизнь, для чего она ему дана, и его уже не стало. И я бы молился о том, чтобы остановились войны. Спасибо, очень ценно. Спасибо вам большое за беседу, что вы пришли. Дорогие друзья, спасибо, что вы были вместе с нами на подкасте «Горчичное зерно». Ждем вас на следующих встречах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До следующих встреч. Пока.